Есть. Вы даете право на нашу беседу, ее запись и ее последующую публикацию? Ну, да. Да. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Головенский Алексей Сергеевич. Угу. Число, месяц, год рождения? 22 февраля 1990 года рождения. А откуда вы? Где проживаете? Крым, город Саки. Проживал. Проживал Крым, да. Город Саки. Какая ваша должность и звание? Должность командир авиационного звена, майор. Летал на самолетах Су-30СМ. Смотрите, я вам еще раз напоминаю, что у нас добровольная беседа. То есть вы можете задавать и встречные вопросы, если вас что-то интересует. А на какие-то вопросы, на которые вы не хотите отвечать, вы можете на них спокойно не отвечать. То есть вы сами дали право на эту беседу, соответственно, я вас спрашиваю, вы там как хотите, так и отвечаете. Понятно. Не хотите, не отвечаете. Расскажите, пожалуйста, вообще вашу историю, где вы служили, где вы учились, как попали в Украину и как попали в плен. Ну, учился я в 2007 году, поступил в Краснодарское училище летчиков, где учился 5 лет. После выпуска в 2012 попал лейтенантом по распределению в российскую авиационную часть, базирующуюся на территории Украины, в Республике Крым. Вот. Ну и в этой части служил постоянно в этой части служил. Дорос до звания майор, должности командир звена. Вот. В 2022 году принял участие в российском наступлении, вторжении на территорию Украины. Так вторжение или спецоперация? Ну, официально она у нас называется как спецоперация. Вот. В результате чего 5 марта 2022 года был сбит где-то километров 50 Николаевской области. Я выполнял задачу там в определенных координатах, стоял, дежурил в районе где-то получаса, вел разведку и был сбит 2 ракетами. Сколько вылетов у вас вообще было? Ну вот до 5 марта у меня это был 6-7 вылет. 6-7 вылет. Сколько чего успели вы сбросить за первые вылеты? Наш полк не выполняет сбросы бомб, АСП. Ну, у нас морская авиация. Мы именно для работы с кораблями, для ведения разведки, постоянное дежурство в акватории Черного моря, Азовского моря, выявление радиотехнических средств, ПВО. Ну, это основные такие задачи. Такая воздушная разведка, да, получается? Да, воздушная, радиотехническая, да. Вы даже, получается, не заряженные, как вы летите? Нет, самолеты все заряжены всегда. Оно по-любому, то есть указание такое. Просто мы на территории Украины не летали, а вот именно по морям. Ну, вот мой первый вылет был 5-го, когда мы на территорию залетели. Вот ваша разведка, в частности, что вам удалось разведать, что вам удалось доложить, да, по кораблям, вот с кораблей, какие были обстрелы в результате вашей деятельности? Да мы каждый полет, то, что летали, то, что обнаруживали, после приземления докладывали, о противовоздушной обороне Украины. О том, где что находится. То есть, да, в принципе, где, с какой стороны нас что-то облучало, где что видели в воздухе. А корабли как вы корректировали? А мы их никак не корректируем. Мы отдаем эти данные в разведку и все. Опять-таки, какие есть украинские корабли, где они находятся? Или как? Нет, противовоздушная оборона по берегу. А вы про корабли что-то говорили? Мы морская авиация, мы подчиняемся своим кораблям. Мы военно-морской флот.
Ну, я вот здесь читаю, Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне Земли при применении активных и пассивных помех. Контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника. Да, но у него все задачи. Он Да, сейчас самолеты делают многоцелевыми, то есть все что угодно. Да. Да. И вы, получается, говорите, что вы 6 раз просто летали на разведку? Да, 2 из них вообще на просто перебазирование было на другой аэродром. Просто морской полк, они, ну вот такая задача. Мы под кораблями, обеспечение там высадки десанта, патрулирование, акватория Азовского, Черного моря, все. В воздушный бой не вступали? Не. А мы, в принципе, я ни разу не видел, чтобы... А как же так случилось, что вот такой вот разведывательный самолет избили? Ну, вот так, сам не знаю. Системы, ну ничего не показывал. То есть мы стояли спокойно, вот дежурили. Стояли, это вы летели, да? Не, это дежурили в одной точке. В какой? Ну, координаты дают, и мы что-то типа виража или коробочкой просто дежурим там. Дежурство это называется Дежур- выполнение, ну, грубо говоря, круги вы нарезаете Да, в да, одной точке да, в да, воздухе, да, правильно? да, да. И вот здесь вас сбивают. И вот мы полчаса дежурили, и нас сбили двумя ракетами. Получается, не один самолет сбили, 2 самолета сбили. Почему? Ну, вы имеете в виду, что вы штурман, да, получается? А, ну экипаж, да, у нас Ваш экипаж. два человека в самолете. А самолет был один. Да? С вами рядом, ну, не было. Да, мы одни вот дежурили из 106 тысяч. И вы оба, получается, со штурманом катапультировались, если я все правильно понимаю. Но после второй ракеты я применил средства, средства катапультирования. Его принудительно выкидывает, и меня. Ну, короче, принудительно все выкидывает с самолета. Ну, там, в принципе, уже выкидывать некого, там, самолет в воздухе уже разрушился. Так, вы катапультировались, и вы, получается, парашют раскрылся, все нормально? Да, сразу раскрылся. Ну, мы далеко друг от друга были. И вот 6 километров спускались на землю. Спустились. Спустились, и я приземлился в поле, там уже военнослужащие Украины, ждали уже внизу, подъехали на машинах. И... Я, если ничего не путаю, именно с вами была фотография, где какой-то фермер возле вас стоит, но точно не вы. Нет, это вот штурман. Это штурман? Да. Немного похож, вы немного похожи, на Ну, самом деле, да. с ним, я понял. Я, который в оранжевом костюме на коленях стоял вот в поле. Вот. Ну все, был взят в плен, далее отвезен в органы. А у вас было с собой табельное оружие? Ничего. Ни оружия, ни гранат, ни пистолетов, ничего. Как это вы офицер высшего Командного состава, и Да, получается... у вас стабильное оружие должно быть. На аэродроме оно выдается, вот мы на аэродроме Потом сидим. вы дежурим. идете к самолету и выбрасываете его. Почему сдаем? Просто сдаете? Ну, в ящик хранения Нет, как вы оружия. вылетели без стабильного оружия? Ну, мы летаем вот так без оружия. Мы летаем в специальном морском костюме. Именно в море. Мне в море куда пистолет девать? На дно идти с ним. Видели костюм морской вот этот? Да. Вот сапоги тоже все от него. Да. Сапоги Это я все. тоже обратил А вам внимание, не будто тяжело бы не будет по размеру. показать, потому что вот реально размеры сапог можете поднять ногу? Ну, 44-й. У меня 41-й, здесь 44-й. Просто громадный. Не, ну, у меня специальный морской Снимешь костюм. отдельно, вот человек Да. выйдет, Он снимешь одевается, там 3 слоя, короче, специальный костюм. Я, грубо говоря, становлюсь такой огромный, надутый. Но это специальный костюм для приводнения. То есть в случае чего я Возьми катапультируюсь. своим телефоном, сними сапоги, пусть потом доложишь, если тебе так это правда интересно. Просто чтобы не устраивать всю историю. Впечатление, что они чуть-чуть великоваты. Да так и есть. А они специально большие, да, такие? Ну да, там потому что, короче, 2 костюма одеваешь, и они как раз уже вплотную получаются. Ты фото снял? Да. Я думал, ты видео нормально снимешь с разных сторон. Окей, хорошо. Интересная история получается. У вас, да, вот что я хотел спросить. Вообще на вооружении у пилотов табельное оружие какое? Пистолет Макарова, Пистолет Макарова? ПМ, да.
А как давно его начали выдавать? Ну, сразу, как только офицерское звание получил. Не, я имею в виду на вооружение врачей в российской армии, как давно поставили ПМ для пилота? То я не знаю. Хорошо. Другой вопрос уже прям в лоб. Почему мне в комментариях все пишут, что у вас должен у пилотов российской армии Стечкин? Это на войне выдают. Именно при участиях на войне дают Стечкина. Выдают. А так у меня штатный пистолет Макаров. То есть, я так понимаю, ваша команда в войне это конкретно войной не посчитала? Не ко мне вопрос. Ну, У меня ни Стечкина, ни Макарова, ничего. У нас просто был еще один пилот, и как бы он сказал, что он с ПМом, в общем, он приземлился, и в комментариях стали писать, что это не может этого быть, потому что на вооружении у пилотов Стечкин. Я как человек не военный, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Но я точно знаю, что ПМ у него был изъят, и вот теперь я вас, собственно... Но мы ни с ПМом, ни со Стечкиным не летаем. Вот именно я за свой пол говорю. Ну, такое может быть, что у пилота ПМ. У меня Не, он штатный, Ну, да. не то, что может быть, а так и есть. У меня вопрос общего такого, я думаю, всем будет интересно. Вы вылетали откуда, получается? Крым, Саки. Саков. На вашем самолете до Киева сколько нужно времени, чтобы долететь? Расстояние подскажете? Ну, где-то 700 километров. 800. 800. Ну, в зависимости от скорости. Час. За час, да? Ну, за Ну, час это тоже. на скорости 700? На Час. какую глубину вы залетали на территорию Украины? Ну вот, это мой полет. Буквально. А вы в Киев вылетали? Не, мой полет, глубина, Николаевская область, 50 километров южнее. Вот это первый, кто я и залетел. А правда, что штурман, который с вами летал, он откуда-то из Украины вообще? Не, Нет? не. Ну, он родился там где-то Могилев, Могилевская область. Ну, только родился, как бы, и все. Все просто спрашивают, что он белорус. Говорит, да нет. Я понял. Ну, на референдуме на этом псевдореферендуме за присоединение Крыма к России вы, конечно же, голосовали. Ну, я не помню, но, скорее всего, да, должны были по-любому все голосовать. То есть это добровольно-принудительно как бы шло голосование, правильно? Ну, как бы никто не отказывался. Ну, вы как военные... Ну, должны да, прийти и сказали, проголосовать, да, правильно? да. Там голосование такого-то числа, все, идем Я голосовать. понял. Ну, у вас, наверное, после того, как после этого референдума повысилась зарплата и все такое прочее, да, то есть Нет. уровень жизни вырос. Ну, у меня нет. Ну, у военных хуже стало чуть-чуть. Хуже стало? Хуже стало? Да. Но это просто не Но это потому, что мы как бы служили до этого за границей. Где? А, в Крыму? Украина, да, они, да. Они были в командировке. Да. Они из России, когда их отправляли в Крым, у них... Объясните эту ситуацию, его не так хорошо слышно, просто как вас. Что это было? Ну, мы служили на территории иностранного государства, поэтому у нас были дополнительные выплаты, стимулы. Это вся вот эта вот история с Черноморским флотом, который как бы прикомандирован, флот, вы в составе флота, Да, получается, да, который да, прикомандирован в да, Крыму, но фактически вы считаетесь военнослужащим Российской Федерации, Да, правильно? так и есть, да. Сколько у вас была зарплата до референдума? В гривнах 15-16 тысяч. 15-16 тысяч. Доллар был тогда 7,5-8. по 8 был доллар. Да? 2000 долларов. Все правильно, да. Доллар по 8, это же известная история. А потом, а после референдума стало сколько? Но оно добавлялось, скажем, но смысл в том, что... Убрались командировочные. Да, коэффициент убрался. Там коэффициент свой был специальный. Ну и сколько стало? Проездные были, тоже убралось. Ну, меньше там буквально на 15%. 15-20%. Но Меньше доллар, на 15%. доллар был уже тогда совсем другой, и это стало совсем другое. Ну да, в итоге вышло как бы по доллару, что там 400 стало 1000 долларов, грубо говоря. Короче, Ну, доллар там по 70, вот как бы. Ну, Короче, грубо где-то в говоря. 2 раза у них упала зарплата, я так понимаю. Ну, если по доллару, да, Если по судить. доллару, Да? Не, ну цены просто, они всегда как бы тут
Ладно, окей, хорошо. Не У меня буду. сейчас фантастическая мысль. Давай. А сколько группировка, вот, есть Черноморский флот в Крыму, человек? Ну, плюс-минус, там, 5 тысяч, там, 10 тысяч, совсем Вообще не разные. знаю, даже не задавался вопросом. Ну, и что? Путину было дешевле провести референдум, чтобы скосить надбавку. Ну вот. Есть. Ладно, это уже где-то совсем бред получается. В общем, да, из России человек, пилот, летал, разведывал, ничего не знал. Вы понимали, что у нас тут люди гибнут, все такое? Ну уже да. Уже да. Да. Чувствовали себя там соучастником вот этого всего происшествия? Ну, в нашем полку вот такого не было. Мы как бы не были в прямом контакте, так сказать. Ну, вы же Не, видели. я понял, я имею в виду, что есть ПВО в Украине, что я уже буду как ребенку объяснять, да, они сбивают ракеты, Да, которые да. летят в города Украины, там, в жилые Да. кварталы, вы это понимали, да? Ну, Вы обнаруживаете эти ПВО, ваша цель обнаружить их, чтобы их нейтрализовать, правильно? Или Да, как-то подавление, обойти, да. Для того, чтобы ракета прилетела в жилой комплекс, чтобы там погибли украинские дети. ну там, и вот женщины. про это мы не Правильно? знали, да. Как это не знали? Да Интересно. откуда? Мне это не говорят, куда они бомбят, какие характеристика цели-то никому не доводится. Ну, просто к 5 числу, 5-го, да, вас сбили? Да. 5-го, просто к 5 числу у нас уже порядочно побомбили, и Харьков, по-моему, нормально побомбили. Вы же и видели Чернигов. разбомбленные города. Да, вы же видели уже это все. Где? Как? Ну, телевизор, телеграм, там, я не знаю, Телевизор. YouTube, Facebook. Да, там максимум, ну, показывают то, что выдержки по новостям и по телевидению у нас показывают там, вот там, блин, опорно какой-то пункт там ВСУ Украины. Показали там часть здания, вот здесь они сидели, базировались. А с самолета, когда вы летите? Где, над морем? Ну, вы же залетаете на территорию? Да я не залетал, я же говорю. Наш полк вообще туда не летал, на Украину. Я первый раз 5 марта залетел со стороны Николаевской области. Это и то задачу в воздухе дали. А до этого мы, блин, даже вот так границы подлетали, все, вдоль границы. Ну, море, Черное море, Азовское море, все, обратно на аэродром. Где ж мы там, что увидим? И высота 6-8 километров. Все. Ну, в общем, Как-то получается... У нас чуть-чуть другой профиль, как вот, нежели как у ВКС, которые вот летали на вот малых высотах, предельно малых высотах. Мы так не летаем. До 5 числа ваша рота подразделения теряли уже? Нет, мы не это. Ну, мы оставались всегда на постоянной дислокации. Не, теряли в смысле, сбивались ваши? Нет, никогда. мгм. Я понял. Что вообще чувствуете в связи с этим всем? Да чувствую, что Россия натворила дел, что виноваты все. Сожалею очень, что здесь оказался и что так все получилось. Вы уже участвовали в пресс-конференции? я просто? Да, То есть вы уже подготовили этот ответ, ну, что очень сожалею, Россия натворила. это так и есть. Мне здесь только и показывали. Здесь куда бомбят, как бомбят. А, вы уже увидели все-таки, да? У нас вчера появились новые кадры из города Бучи. Вы еще не видели их, нет? Там, где стояли ваши сослуживцы, людей в затылок расстреливали детей, изнасилованные девочки с завязанными руками за спиной, в затылок расстрелянные. Мне что-то не показывали такое. Еще не показывали. Ну вот это вот они там вот были и пытали людей прямо у них в квартирах. Ну, я слышал вот здесь, да. Ну, следователи приходят, про преступления спрашивают, про это. Я понял. И что бы вы сделали, если бы вы знали вот наперед все о вас, вот вылет ваш, что бы вы сделали? Да там в любом случае можно и отказаться, и... Ну, не то, что даже отказаться, но... Ну, есть способы не выполнять. То же самое бомбометание какое-нибудь там. Можете рассказать нашим зрителям, потому что, собственно, цель нашего интервью вы понимаете или нет? Не понимаете? Донести на ту сторону, таким как вы, людям, что происходит на самом деле. Потому что такие же, как вы, наверное, возможно, до сих пор сидят, смотрят российское телевидение, и им до сих пор показывают, что уничтожилось там пару баз каких-то, может быть,
И все. Ну, не знаю, ну. То есть, Нет, способы-то есть, но я слышал, что вот пехоте просто пригрозили там, типа дезертирством, там, уголовным преследованием. Ну, про авиацию тоже, военные то же самое. а как вы думаете, лучше уголовное преследование или остаться без руки, там, без ноги, например? Да тут сложно судить, как это. Что тут сложного? На чаше весов простая вещь. Ты идешь в Украину, да? Ну прострелил есть шанс ногу. умереть, есть шанс остаться без конечности, или есть шанс не идти в Украину и попасть под уголовное Ну, это преследование? ж у каждого личное тут. А по-вашему? Я за всех-то. Ну, как минимум, не стоит вот так лететь и бомбить не пойми куда. Не стоит. К 5 числу у нас уже были военнопленные пилоты, у которых точнее не военнопленные, пилоты, у которых не срабатывали, вы называете это механизм Катапультирование. катапультирования. Я слышал, мне говорили, что... Вот они прямо в этих Да, в креслах. Вы как специалист в этой теме прокомментируете. Не должно быть такого. Она прям много как это... Короче, она по-любому должна сработать. Ну, в любом Если оно случае. не сработало, Либо это единичный косяк, то есть его давно не проверяли, годами не смотрели, не ухаживали за ним. ну минимум, по-моему, 4 лет. Ну да, я слышал, что говорили, что типа несколько, и причем подряд, там буквально типа за неделю там. Ну, говорили, что что-то там обрезают, отключают. Ну вы же как там инженер, представляете, как это все работает? У всех самолетов по-разному. У меня есть контроль, например, я захожу специально, смотрю, что все зеленое, исправно, кресло исправно, первые патроны подключены, все есть. На старых нету. Ну там Су-27 какие-нибудь. Обслуживающий персонал самолета может вывести Да, механизм? То есть, Ну, может, да. то есть если кто-то поставит задачу сделать так, чтобы не сработало, Да, можно, да. Можно, конечно. и как вы это от себя можете сказать? Ну, потому что у вас... Ну, я не верю в это, но случай есть, подряд на поэтому протяжении как 3 бы дней. я уже, не знаю. То есть это ваше командование поставило, то есть все понимают, что если пилота возьмут в плен, это будет беда. Поэтому пусть если он катапультируется, он, наверное, с ним что-то будет не так. Тут не знаю, что начальство думает. Меня тоже сбили, я не знаю, о чем думало начальство. Ну, а вы что, начальство вините в том, что вас сбили? Нет. Я просто не могу судить, о чем они думают. Мгм. А как вы вообще оцениваете от себя действия Российской Федерации по проведению вот этой вот так называемой спецоперации? Я, честно говоря, цель не пойму до сих пор. Вообще не понимаю цель. Заголовок один. По факту наши войска в Киеве. Ну, уже далеко Ваши не в Киеве. войска в Киеве? Ну, то есть, сколько там, И даже недели? не под Киевом. Очень интересно, это в какой момент вам объявили, что мы в Киеве? Это Не, уже ну что? когда они со стороны Белоруссии начинали заходить туда, под Киев. И? У вас Но, уже шампанское? Да почему? Спецоперация называлась. Спецоперация ДНР, а наши войска под Киевом. Но вы продолжали летать. Ну, а почему не летать? Ну, конечно, почему не летать? Вы же сами говорите, что я ничего не знал, ничего не понимал, просто летал. Сейчас вы говорите, что вы знали, что ваши войска под Киевом, как минимум. Ну да, на второй-третий день-то понятно было. Да, так Что и самолеты, и вертолеты там сбивают. но при этом, так и самолеты, и вертолеты там сбивали, то есть вы понимали, что идет война уже, как бы? Ну да, да, так, да. Ну, а если идет война, то вы, наверное, понимали, что уже гибнут люди, и в том числе и мирные жители, никак этого невозможно избежать, вот как ни крути, да? И вы все равно продолжали летать. Но потому что у нас полеты не были связаны с поражением. Да, у вас полеты не были связаны с поражением, но у вас полеты были связаны с обнаружением ПВО, которое стояло для того, чтобы защищать в том числе и тот же Киев, о котором вы говорите, под которым были недавно. Так, как можно понять? Я понимаю, что вы можете не отвечать на этот вопрос. Ну, то есть
Я не пытаюсь вас ни к чему подвести, но просто я не понимаю хода вашей мысли. Вы знаете, что люди под Киевом стоят ваши, да, войска ваши, Ну, что самолеты сбивают, со всех вертолеты сторон. сбивают. Вы обнаруживаете ПВО для того, чтобы оно их не сбивало. Так чего вы хотите, какая ваша конкретно личная цель? Да, у меня лично? Да. Да у меня не было цели лично. Нет, цели лично есть всегда. Например, я работаю за зарплату, выполняю приказ, и мне на остальное, на все просто наплевать. Или же я хочу, чтобы Украину захватили, потому что вы понимали, раз под Да Киевом, нет. значит к этому идет. Какая, что, чем вы руководствовались? Что вы Просто как военнослужащий летчик. Ну, вы Служил, себя снимаете служил, ответственность тем, работал. что вы не использовали боекомплект. Я не снимаю ответственность. Почему? Не, я не про ответственность, имею в виду, что вы не убивали, не стреляли, поэтому... Не, но я рад этому. Ну, что- эта аналогия может, что так извините, получилось. ну, как бы, там, повар, который кормит солдат в полевой кухне, он же тоже далек от... Так я говорю, я поэтому не снимаю никакой ответственности. Я виноват, знаю. В чем конкретно вы испытываете, если вы виноваты в чем-то, то в чем конкретно вы испытываете вину или раскаяние? Ну что, участник той группировки, которая вторглась на Украину, в результате чего и люди гибнут. Что вы можете передать другим военнослужащим, которые готовят к отправке в Украину, или же которые уже в Украине? Ну еще раз хочу им обратиться, чтобы остановились, чтобы подумали, чтобы обговорили с начальством, что здесь нечего, никакой денационализации не идет речь. Кстати, как вы это понимали вообще для себя? Да, вот Это это не денационализация, а денацификация. Потому что денационализация это типа как борьба с националистами, а это Но- денацификация это борьба конкретно с нацистами. То есть, да? Кто это такие нацисты? Где они у нас прячутся? Что это за люди? Ну где, не знаю, но у нас по телевидению часто показывали там отрывки видео, что какие-то парады нацистов, какие-то свастики, что ну вот в таком стиле. А вам не показывали, что у вас тоже, например, у служащих в ДНР тоже есть свастики, например, наколки со свастиками? Не показывали. А они есть. Хотите, я вам могу показать. У меня даже в телефоне есть, по-моему, если я еще не удалил. Да я уже не удивляюсь. Сейчас я посмотрю. Кто такой Бандера? Все, вы вот его ищете все? Почему его ищут? Ну, это топ ответа. Ну, бандеровцы тут. Вы видели хоть одного бандеровца? Да нет. А кто это такие? Пока он Владимир ищет. Да, кто такие? Ну у всех, я так понимаю, свои понятия про бандеровцев. Не, ну вы офицер, вы же умный человек. Ну, по истории я знаю, что он преследовал идею незалежности, Независимость. независимости Украины. Залежность. Ну, скоро украинский язык уже будете знать. Ну, то есть- Читаю. А каким образом вот он преследовал идею той самой независимости? Раз уж вы об этом. Повстаниями? Щирий, майже щирий. щирий Ну, ви українець. українську мову розумієте, так? Да. В Криму там спілкувалися трохи українською мовою? Нет, у меня жена украинка. А, жена Украина. Как ваша жена относится к тому, что сейчас бомбят украинские города, или все равно? Я так понял, она не знает, не понимает. Ну, вы, кстати, звонить никому не хотите, я так, мы вам А я предлагаем. звонил с ней, и там, короче, не тот разговор. Вона, типа, що? Не понимает. Она, в принципе, как бы не особо разбиралась, лезла, интересовалась. А, Мой муж в плену, я Да, политикой не интересуюсь. Да, вот, это да, щас- и вот как-то, да. Короче, скажем, попробую предположить. Мне наплевать, что там детей убивают. Ну, если так, да? Можно так? Да, навряд ли. Да нет. Ну, а как? Как это можно понять? Она просто не знает, что здесь Ну, происходит. как можно не знать, если заходишь на любой телеграм-канал, вот, ищи своих телеграм-канал. Мой там, например, там телеграм-канал, можно зайти, все это будет Тысяча закреплено. других телеграм-каналов. Да, под видео, с которым мы с вами общаемся, все эти ссылки закреплены. Можно наконец-то уже зайти, Но увидеть и вы посмотреть. говорите, как должна действовать моя жена. Я не могу. Нет, мы не этого- говорим, как должна действовать, мы спрашиваем, как она относится.
Ну вот я вам говорил то, что знаю, то, что было до момента моего плена. Я понял. Так вам рассказывали, значит, показывали свастики, да? Как много свастики и как много и на ком показывали? Это какие-то батальоны, отряды со свастиками конкретно набитыми? Или Да что, нет, что это ну было? что-то Как типа понять? групп, парадов там. Да, группы, парады, люди Да. ходят с факелами, да? Ну Люди да, ходят с да, факелами, да, что такого. развод, на день рождения Бандеры, Степана, да? Они выходят, проходят, там, пусть их 50-100 человек, может быть, даже 1000. не Один знаю, раз в год когда. они проходят по Хрещатику. Что за этим следует? Надо разбомбить Харьков? Нет. Почему? Ну, Вам 30 лет рассказывали, что здесь нацизм. Мы просто для себя и хотим... я хочу также отделить еще националистов от нацистов. Вот как вы их для себя отделяете? Почему 30 лет рассказывали? Я не знаю, я общался и всегда и родственники на Украине, и никто ничего, каких-то нацистов, бандеровцев. Тогда вас еще раз извините, но у нас интересная беседа. Вы, как офицер, видели обращение вашего президента про спецоперацию. Да. Он сказал, будем украинцев денацифицировать, демилитаризировать. Второй термин понятно, чтобы не было военных. Термин первый. Вот, ну, а вы тем более говорите, что у вас есть знакомые украинцы, с которыми вы общались. Да, нормально все, да, никто ничего не... Демонстрирую вам мимоходом. Видите, вот это вот, это так называемый ДНРовец, да? Вот у него тоже похоже на свастику, да? Ну, конечно. И на вот этого Да, вижу. орла, да, похоже. Да, вижу, Я пролистаю вижу, еще. Вот прям вот Донецкая Да, республика, вижу, вот вижу. смотрите, все есть. То есть я понимаю, что если вам прокрутить эти фото, этот вообще с повязкой, вот он же на Киев. То есть вот я понимаю, что если вам это крутить, а это вообще в России был марш тоже со свастикой. Я понимаю, что если вам это крутить бесконечно по телевизору, вот одни и те же кадры под разным ракурсом, то вы подумаете, что в России, наверное, тоже одни нацисты какие-то, да, живут. Ну да. Когда... Вы общались с украинцами, вы знали, что здесь никаких нацистов нет, правильно я понимаю, да? Вы женились. Ну, в общем, да. Националисты в любой стране есть свои. Да. Вы женились на украинке, и вы полетели выполнять замысел вашего главнокомандующего по уничтожению Украины. Можно заключить это или нет? Сделать вывод. Ну, в общем, получилось так. В общем, получилось так. Ну, что, честно сказать, полное безразличие, по сути, да, ну, то есть, ну, так. А что вы думаете будет дальше? Без понятия. Не, ну как это без понятия? Вы же думаете? Не, я надеюсь, что они остановятся, будет вывод войск и уже стол переговоров, кому что надо, кто о чем думает. А с вами лично? Не знаю. С вами как обращаются здесь? Сплю, ем. Нормально? Сплю, ем. Не бьют? Нет. Не бьют. А сколько раз в день едите? 3. 3 раза в день. А у нас люди по подвалам сидят по неделе без еды и без питья. В том числе и с детьми. Как вы себя чувствуете при этом? Стыдно, конечно, неправильно. Я думаю, достаточно. Ну, последний вопрос, он по сути формальный, неформальный. То, что мы делаем как журналисты, оцените, пожалуйста, нужно это делать или не нужно? Ну, нужно, конечно. Для чего? Но правильная информация это должна доходить до людей. Дезинформации это везде много, со всех сторон. И людям как бы правду рассказывать, что где как происходит, Это важно. это же необходимо. Идеальный, Не, информационно это... идеальный сценарий, на вашем мнении. Вот что сейчас должно произойти в России, чтобы остановить все, что вы натворили у нас? Что должно произойти в России? Да. Это без понятия. Просто командующие должны Путину сказать, что все, хватит. Путин, ну и все, вот Ну, мы же осталось. понимаем, он этого не скажет. Какие-то еще сценарии возможны? Я просто вот не знаю, в чем цель, что в чем дальше. Ну, цель Путина, цель начальства, главнокомандования. Извините, неправильно задал вопрос.
Что можно предпринять стране, гражданам, людям, чтобы что-то сделать? Людям только массово спрашивать у вышестоящего руководства, где наши дети, Они чего спрашивают, мы им говорят, все идет по плану. Ну, хорошо. Спецоперация проходит по плану, каждый день ваш... Все по плану, все хорошо, разбомбили очередной Мариуполь. Ну, поэтому это и удивляет, что уже месяц прошел больше, а все продолжается. Вы, кстати, хочу сказать, вы штурмана своего видели после задержания? Раз. Да. Он находится рядом, где-то возле вас? В смысле? Вот здесь вот вы сейчас находитесь, да? В камере напротив. В камере напротив, то есть вы общаетесь. Но я просто для зрителей больше хочу сказать, что штурман ваш – это первый человек за все время, да, который отказался общаться с нами, не дал права на интервью, и, соответственно, этого интервью не будет. А это подтверждает тот факт подтверждает, что мы не делаем интервью насильно. То есть, если человек отказался общаться с нами, то он с нами и не общается. Вот штурман конкретно этого пилота, который был сбит над Украиной вместе с ним, отказался давать такое интервью. Все? Да. Да. Передайте привет супруге, она увидит видео, я думаю. Не хочу. Я думаю, она увидит. Не Что вы хочу. живы-здоровы. Наищи своих телеграм-канале, сможете посмотреть интервью, да, все знают. Окей.